Задумайтесь, что вы знаете про доктора Типальдеса и о том, как формировалась модель фасциальных дисторсий. А теперь задумайтесь, откуда вы это знаете, если знаете, или о том, почему вы этого не знаете, или знаете об этом так мало. Здравствуйте, меня зовут Семен Соколин, я врач-мануальный терапевт, практикующий метод Типальдеса, также являюсь исследователем и популяризатором модели фасциальных дисторсий. Как я уже упоминал в предыдущем видео, дольше всех и ближе всех из всех существующих сегодня преподавателей ФДМ доктора Типальдеса знала Madge Custon, Orthopedic Physiotherapist, как он ее представляет в книге 1999 года. Они познакомились в ноябре 1996-го. Сначала Madge была его пациенткой, а в первой половине 1997 года она стала его полифункциональной помощницей. Полагаю, ее неправильно называть его ученицей, так как доктор Типальдес не преподавал ФДМ физиотерапевтам, только докторам остеопатии и докторам медицины. Об этом Madge и сама говорит в некоторых ее интервью. Информацию об учениках доктора Типальдеса до 1996 года крайне скудна. Фактически единственным ее источником является раздел благодарности первого издания его учебно-методического пособия Orthopedic Medicine: The Unification of Orthopedics with Osteopathy through the Fascial Distortion Model 1997 года. Ни один из них сегодня никак не демонстрирует, по крайней мере в интернете, своей связи с ФДМ. Таким образом, нынешнее ФДМ-сообщество сформировано учениками доктора Типальдеса, которые узнали его минимум годом позже, чем Madge. То есть тогда, когда все базовые принципы модели фасциальной дисторсии были уже им сформулированы. Соответственно, никто из тех, кто преподает ФДМ сегодня, не был свидетелем того, как модель разрабатывалась. История, которую они транслируют, была рассказана им доктором Типальдесом на Аляске в 2005 году. На так называемом втором международном ФДМ-симпозиуме. Существует видеозапись этого выступления, ее можно увидеть на семинарах о докторе Стивене Типальдесе и формировании модели фасциальных дисторсий у ФДМ-инструкторов, которые на ней присутствовали. Мне повезло посмотреть это видео дважды. В 2023 году на симпозиуме в Казани, посвященном десятилетию преподавания ФДМ в России, ее демонстрировал доктор Георг Харрер. И в том же году в Golden Egg в рамках международной встречи Back to the Roots ее показал доктор Байрон Перкинс. Я сопоставил содержание этой лекции с данными из опубликованных печатных работ доктора Типальдеса и обнаружил, что в некоторых из них имеют место дополнительные сведения, которые позволяют лучше представить ключевые события формирования модели фасциальных дисторсий, основания выводов автора и через это лучше понять его концепцию в целом. Отдельно подчеркну, все озвучиваемые мной здесь факты взяты из работ доктора Типальдеса разных лет. Таким образом, мой рассказ претендует на объективность. Полагаю, он является самым подробным и самым полным из всех существующих описаний истории формирования и развития ФДМ. Хотя, к сожалению, и он не лишен белых пятен. Надеюсь, среди моих зрителей будут участники описанных событий, и среди них найдутся те, кто оценит значимость моей работы в общем деле сохранения модели доктора Типальдеса и дополнит мой рассказ недостающими подробностями. Связаться со мной можно через email или написав в WhatsApp. В своем повествовании я сознательно стараюсь не затрагивать личную жизнь доктора Типальдеса, полагая, что говорить о ней есть право только у членов ее семьи или у тех, кто непосредственно был участником тех событий. Также я сознательно избегаю упоминания аллегорий, которые использовал доктор Типальдес для пояснения организации участков фасции и механизма образования и исправления фасциальных дисторсий, многими сегодня ошибочно воспринимаемыми как, собственно, суть модели фасциальных дисторсий, с чем я категорически не согласен. Так как собранный мной материал оказался весьма внушительного объема, я для вашего удобства разделил его на части по периодам. Также я сделал видео по некоторым важным, на мой взгляд, второстепенным моментам. Приятного просмотра.